Приветствую всех у себя в гостях, меня зовут Юра, и я продолжаю изучать сферу швейного производства. Всем спасибо, кто подписывается на канал, ставит пальцы вверх, пишет комментарии, особенно под прошлым роликом, прям удивили. Кто не видел, обязательно проходите, смотрите, но после того, как посмотрите этот. Тот, кто досмотрел ролик до конца, для вас будет загадка. И тот, кто отгадает, от меня будет презент. В прошлом ролике я рассказал, как я шью худи, а так как я шью костюмы, я не мог не рассказать вам, как я шью штаны, то есть джоггеры. Начну, как обычно, по стандарту. Выбираем лекало, краим, собираем, маркируем и упаковываем. Все просто. Поехали. Заказ прилетел на костюм графитового цвета, 48 размера. Худи я уже показывал, как я шью, поэтому уже сшил, но с небольшим отличием. Здесь я добавил горловину из кашкарсе, чтобы в холодную погоду не продувало и горло не болело. Лекало штанов я уже подготовил, подобрал. Переходим к крою. В первую очередь крою самые большие детали, начиная с задних половинок, потом передние, далее бочок передней половинки 2 штуки из основного материала, соблюдая направление долевой нити, по-простому рисунок. А вот мешковина кармана я крою из кулирной глади, такого же цвета, ткань тонкая и карман на штанах не будет выделяться. Деталь пояса из основной ткани я обычно делаю из одной части, в этот раз решил сделать из двух, так как если соблюдать направление долевой нити, то у меня не хватает ширины ткани. И в цели экономии сделал именно так. На качестве изделия это никак не отражается. Далее перехожу к резинке. Длина ее составляет примерно минус 25% от длины детали пояса. Шнурок теперь я использую плетеный белого цвета, но по желанию можно черный. Отрезаем 1,5 метра. И не забываем про манжеты из кашкарсе. Размеры видите на экране. Крой закончен и переходим к сборке. Сборку начинаю с того, что на передних половинках брюк необходимо продублировать припуски бокового кармана и одну сторону гульфика. Вот таким способом. Самое главное не перепутать стороны дублерина. Клеевой стороной к изнаночной стороне передних половинок. Обязательно приутюжить припечатывающим движением. Переворачиваем передние части, берем мешковины кармана и прикладываем лицом к лицу, совмещая края входа в карман. Закалываем булавками и притачиваем на швейной машине. После переворачиваем на лицевую сторону и выполняем влажно-тепловую обработку ВТО. Далее прокладываем закрепляющую строчку на швейной машинке по краю входа в карман на расстоянии 5 мм от края. Ширина стежка 3 мм. Использую для этого вот такую лапку. Следующим действием берем бочок, лицевой стороной прикладываем к лицевой стороне мешковины, совмещая детали по периметру и скалываем. На оверлоке стачиваем край кармана бочка и мешковины. Шов слегка приутюживаем. После этого всегда делаю закрепки в данных местах. Теперь берем задние половинки брюк и передние и скалываем лицом к лицу по боковому шву и стачиваем на оверлоке. Про составник не забываем. Обязательно приутюживаем шов на заднюю половинку. После соединяем половинки по шаговому шву и стачиваем также на оверлоке. Делаем
влажно-тепловую обработку ВТО и переходим к соединению двух брючин. Одну брючину оставляем вывернутой наизнанку, вторую брючину выворачиваем на лицо. Далее брючину, которая вывернута на лицо, вкладываю в брючину, которая вывернута наизнанку. И оверлочу, совмещая шаговый шов и гульфик. Выворачиваю на лицевую сторону, и вроде бы штаны уже готовы. Почти, но нет. Теперь необходимо сделать ВТО и заутюжить гульфик в сторону, чтобы скрыть сторону с дублерином. Закалываем булавками, чтобы ничего не съехало, и проходим на прямострочной машинке по контуру гульфика. Переходим к поясу с резинкой. Первым делом соединяем на прямострочной машинке две одинаковые части, которые я сделал. После этого разутюживаем швы в разные стороны. Складываем пополам на одинаковое расстояние и заутюживаем по периметру. Далее отмечаем, где у нас будет находиться отверстие под шнурок. Замеряю сначала общую длину пояса, делим пополам. Также ширину. Не забываем, что нужно отступить примерно 1 см на соединение с основной частью штанов. Отнимаем этот сантиметр и делим пополам. Это получается примерно 3,5 см. Это и будет нашим центром. И уже от центра отступаем по 2 см в стороны, и в этом месте будут наши петли. Обязательно с изнаночной стороны нужно продублировать дублерином в этих местах. Меняем обычную лапку на петлевую лапку, настраиваем машинку и поехали. Тут она работает сама, я только придерживаю. Соединяем резинку и вкладываем ее в часть пояса. Закалываем булавками равными частями с 4 сторон и проходим на прямострочной машинке. Отступаем от верхней части пояса 2 см, потом 5 см. Получаются две строчки, а между ними отверстие для шнурка. Необходимо растягивать резинку, чтобы строчка получилась ровная, а резинка красивая. Далее соединяем резинку с основной частью, также закалываем на ровные части и притачиваем на оверлоке. Очередь дошла до манжетов. Ткань складываем лицом к лицу и с одной стороны проходим одной строчкой. Далее выворачиваем и делаем манжет и закалываем к штанам. Также притачиваем на оверлоке. С помощью распарывателя вырезаем отверстие под шнурок и вот таким инструментом вдеваем. Концы шнурка, чтобы они получились красивые, я придумал следующий способ. Просто всовываю внутрь и зашиваю. Итак, друзья, штаны уже почти готовы. Осталось сделать маркировку. Составник я уже пришил. Осталась нашивная бирка. Мы ее к задней части пришьем. И также размерник. В маркировке нет ничего сложного. Размерник я пришил к бирке, а бирку пришил к внутренней и задней части штанов.
Далее необходимо повесить навесную бирку. Берем биркодержатель, цепляем навесную бирку и вешаем на размерник. И вот штаны готовы. Переходим к упаковке. Прежде чем упаковать изделие, необходимо удалить оставшиеся нитки и почистить от пуха, который налип в процессе пошива. Аккуратно складываем и упаковываем. Вот такие джоггеры у меня получились. Можете посмотреть со стороны, как они сидят. Очередные штаны готовы, нигде ничего не жмет, не торчит, не висит. Материал достаточно эластичный. Могу сказать, что тот костюм, который я для себя шил, черного цвета, я хожу уже около 2 месяцев. Постирал я его раз за 3, наверное. Коленки не торчат, жопа не висит. Как раз для той погоды, которая сейчас есть. А погода сейчас не очень хорошая. Дождь, снег, слякоть. Тот, кто досмотрел ролик до конца, для вас будет загадка. Сшил вот такое худи. Оно из кусочков, из той ткани, которая у меня закончилась. Слоновая кость, цвет латте. Это вообще летний, так сказать, вариант. Это я сшил себе штаны. Еще будет 2 таких кофты, тоже из кусочков. Вопрос следующий. Напишите в комментариях, для чего эти 3 кофты я сшил. И тот, кто отгадает, от меня будет презент. Благодарю тебя за просмотр. Не забудь подписаться на канал, обязательно поставить палец вверх, он мне очень сильно поможет. У меня есть такая маленькая цель, я очень сильно хочу кнопку. Оцени мою работу в комментариях, возможно у тебя какие-то остались вопросы, может быть какие-то пожелания, ты также можешь спуститься и что-нибудь написать. Всем добра, счастья, здоровья, пока.